Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали. Так вот, летние ниточки. И с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные. И берете соответствующий крючок, чтобы у вас все получилось. Я сегодня показываю узорчик вот на такой пряже. Кто еще не работал, новички, смотрите, называется она Ярнард Бегония. В 50 граммах 169 метров, небольшие моточки. Это получается стопроцентный мерсеризированный хлопок. Цвет, кому если понравился, называется 53-52. И смотрите, нам здесь производитель рекомендует, берите крючок 3,5 миллиметра. Но я возьму двоечку со своей плотностью вязания, со своим узорчиком, который я хочу связать. Я возьму двоечку, буду вязать двоечкой. Вы точно так же читаете аннотацию, подбираете крючок под свою пряжу. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. В силу того, что ниточка тоненькая, крючок тоненький, я наберу 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и одну воздушную петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Вы в свою очередь набираете, сколько вам удобно петелек. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, я рекомендую, особенно новичкам, сделать вспомогательный ряд. Нам нужно будет пропускать большое количество воздушных петелек, но чтобы вы не ошиблись, мы сделаем вспомогательный ряд из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь аккуратно отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. Следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот мы провязываем все петельки нашей цепочки, сами себя контролируем. То есть у меня 33 воздушные петельки, должно получиться 33 столбика. Если у вас больше или меньше, вы просто должны понимать, что количество петелек и столбиков должно быть одинаковым. И вот так вот до конца ряда провязывайте. Не забывайте, что вот эти первые 3 петельки подъема, которые мы сделали, это тоже имитация столбика с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно встречаемся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите. Вот наши столбики аккуратно и готовы. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3, поворот, накид. Смотрите внимательно, сюда же получается, в этот же столбик, вот сюда же мы провязываем столбик с накидом. Пока просто повторяйте. Есть накид. Следующий столбик, который идет, тоже провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И вот в третий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Далее смотрите. Накид. И вот следующий столбик мы должны будем провязать 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. И сюда же 3. Вот такой вот маленький у нас веерочек, да, получился. И продолжаем дальше. Накид. В следующий столбик провязываем 1 столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик столбик без накида. Вот, видите? Вот наш раппорт узорчика, а тут получается половинка. То есть вот такой вот веерочек. Столбик 1, столбик, первый столбик последний, а между ними 3 столбика. Видите? И здесь, получается, мы провязали всего лишь только 2 столбика и последний. Поняли, да? Все, дальше идет повторение. Опять 2 воздушные петельки.
Опять пропускаете 2 столбика. Вначале 1 столбик провязываете с накидом. Потом 3 столбика с накидом провязываете. Раз, два, три. И получается из этих столбиков последний, да, будет, вот он, 1 столбик с накидом. Поняли, да? То есть по итогу всего 5 столбиков у вас. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. 2 столбика пропустили. Раз, два. И в третий провязываете столбик без накида. Поняли, да? Вот должна такая картина получиться. Давайте дальше самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот провязали до конца наши веерочки, так скажем, да? Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Смотрите. Получается 2 воздушные петельки. И вот наши 3 столбика. Вначале в предпоследний столбик 1 столбик с накидом, а в самый последний 2. Да? Мы точно так же начинали. Итак, следующий ряд. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите, накид. И точно так же опять в этот же столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 1 воздушная петелька. Мы пропускаем 1 столбик, не провязываем. И в последний столбик мы ныряем и провязываем столбик с накидом. Пока повторяйте. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите, вот наши 5 столбиков. Мы переключаемся на них. Вначале первый столбик провязываем столбиком с накидом. Дальше 1 воздушная петелька. Раз. И вот смотрите, пропускаем, получается, 1 столбик. Вот видите, 3 столбика, которые мы провязывали вместе. 1 пропустили, и во второй столбик провязываем рогатку. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же вернулись и провязали столбик с накидом 2. Вот. Называется рогатка. Опять 1 воздушная петелька. Столбик пропустили и в последний провязали столбик с накидом. Вот, должна получиться вот такая красота. То есть здесь у нас эта красота половинчатая, видите? То есть мы здесь как бы пол рогаточки влезла, да? И последний столбик. Все. Дальше опять 2 воздушные петельки. Переключаемся к следующим 5 столбикам. Вспоминаем. Первый столбик провязываем столбиком с накидом. Воздушная петелька. Второй пропускаем. В третий провязываем рогатку. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька, столбик 1 пропустили и в последний опять провязываем столбик с накидом. Угу. Не сложно? Не сложно. И так вы шагаете, получается, по столбикам вот этим вот с накидом до конца ряда. Понятно? Давайте в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, опять мы провязали до конца ряда. Видите, какая красота. И мы, как начинали ряд, точно так же и заканчиваем. То есть, видите, мы первый столбик провязали, воздушная петелька, и 1 столбик пропускаем, и в самый последний, получается, в петельке подъема провязываем вот так вот 2 столбика с накидом. Все, наш ряд закончен. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь мы переключаемся вот в эту арочку. Мы делали, помните, 2 воздушные петельки. Будем в эту арочку провязывать 5 столбиков с накидом. Итак, раз столбик с накидом. Сюда же. 2 столбик с накидом. Сюда же. 3 столбик с накидом. Сюда же. 4 и 5. То есть вот мы приготовили вот такой вот веерочек. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся вот в рогаточку. И наша с вами задача, либо в рогатку мы провязываем вот так вот столбик без накида. Так? Но я, как правило, чаще всего рекомендую, если позволяет зрение пряжи и крючок, нырнуть в петельку. Я считаю, что так вязание более аккуратное. Вот, в петельку. Столбик без накида. 2 воздушные петельки. И опять, вот, получается, арочка наша из 2 воздушных петелек. Провязываем в нее 5 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. Угу. Вот такие вот у нас веерочки шагаем. И если внимательно присмотреться, то мы с вами повторяем точь-в-точь самый первый ряд. Видите? Тоже 5 столбиков, 2 воздушные петельки, столбик без накида. Просто у нас смещено немножечко в шахматном порядке, и у нас вот такая вот как бы арочка появилась. Все, дальше 2 воздушные петельки
И в рогаточку провязываем либо в саму арочку, либо в петельку столбик без накида. Поняли, да? То есть повторение первого ряда. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали до конца ряда. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. После 2 воздушных петелек у нас столбик без накида. Вот в 3 петельки подъема. Все, ряд закончен. Далее мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И одну воздушную петельку мы делаем по узорчику. Получается всего 4 воздушные петельки. А теперь вспоминайте, помните, у нас были веерочки. Мы провязывали первый столбик столбиком с накидом. Есть воздушная петелька. Далее второй столбик мы пропускали, в третий провязывали рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Воздушная петелька. Опять столбик 1 пропускаем и последний провязываем столбиком с накидом. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2 и повторяем все то же самое. Первый столбик мы провязываем, воздушная петелька, второй пропускаем, в третий провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, следующий столбик пропустили и в последний провязали столбик с накидом. То есть и опять же, если внимательно приглядеться, вы видите, да, что мы точь-в-точь повторяем наш ряд с рогаточкой. Видите? Все, тут опять в шахматном порядке, а так все то же самое. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда и заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Помните, 3 петельки подъема и петелька воздушная по узорчику. Воздушная петелька по узорчику и закончили столбиком с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее, получается, мы будем с вами повторять точь-в-точь самый наш первый ряд. Помните, да? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же провязываем еще, получается, 2 столбика с накидом. Есть 2 воздушные петельки. И ныряем в рогатку. Да, я буду нырять непосредственно в петельку воздушную. Столбик без накида, 2 воздушные петельки, и вот наша опять получается арочка, вот эта вот, видите, вот она, самый первый ряд. И мы здесь провязываем 5 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть сам по себе узорчик представляет собой всего лишь только 2 ряда. Веерочки, рогатки. Потом мы немножечко сместились, да, но опять же веерочки, рогатки. То есть 2 ряда узорчик, а вертикальный раппорт 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Потом опять повторяете. Точно так же. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. На необходимую вам высоту вашего изделия или образца. Для тех, кто умеет читать схемки, я сюда прилагаю схемку. Схемка немножечко, ну, такая светленькая, но я думаю, что вы все поймете. Новички, обязательно посмотрите схемку, вы поймете, где по схемке отмечаются столбики с накидом, где отмечаются столбики без накида, где воздушные петельки. Вы сразу поймете, это несложно. Итак, увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Ажурчик. Летний. Да, дырчатый. То есть, ну, скажем, такой для пляжной тунички, возможно, для накидочки, для, может быть, такого дырявчатого топика, да, спинка, например, да. Вот так вот он тянется. Мне знаете, чем подкупил данный узорчик, когда я его увидела? Мне понравились вот эти вот пятиугольники. Вот что-то они чем-то зацепили. Можно, конечно, попробовать из разной пряжи. С пряжи потолще, потоньше, демисезонная, зимняя. Естественно, это будет что? Это будет и кардиганчики, и кофточки, и снудики, и палантинчики, и фантазия, что называется, разгуляется. Давайте замеряем наш сегодняшний узорчик. Я набрала, получается, 33 воздушные петельки. Если этой же пряжей, этим же крючком, моей плотностью вязания, то есть в моем случае это получается 13,5 сантиметров. И тут получается у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12 рядов. Легко считается, да? И первый наборный 13. Так, сколько это получается? 11 сантиметров. Вот такой вот узорчик. Понятно, что из пряжи потолще он будет, естественно, быстрее вязаться, да? И он будет больше. Из пряжи потоньше будет, конечно, смотреться более нежно, так ажурно, воздушно. То есть нужно обязательно пробовать. Можно с секционной пряжи, можно даже попробовать, например, 2 ряда одним цветом, 2 ряда другим, 2 ряда одним, 2 ряда другим. Почему бы и нет? Надо пробовать. Ну, узорчик, видите, да, двусторонний. Выбираете любую сторону, такая сторона у вас будет и лицевая. Вот так вот. Смотрите.
Возможно, это лицевая, возможно, это. То есть на ваше усмотрение. Кто вязал данным узорчиком? Узорчик же не новый. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Нам будет интересно. Чата читает комментарии. Кому-то вы подадите хорошую идейку. Если не вязали, тоже подбрасывайте идейки, что можно связать, учитывая то, что он такой дырявчатый. Да? Вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Это помогает развивать канал. Ну и также, естественно, меня вдохновляет. А также пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Ну что ж, всем ровных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока.